Дорогие друзья, я рад вас приветствовать на нашем канале. И сегодня мы с вами познакомимся с новой линейкой сварочного оборудования от компании ESAB. В линейку входят 4 модели. Это ESAB Roga ES150i, ES180i, ES180i Pro и ES200i Pro. Для тестов мы взяли ESAB Roga ES200i Pro. Посмотрим, как аппараты пройдут тесты, какие будут отзывы от покупателей. Ну и, конечно же, какова будет его надежность. Линейка Roga разделена на две серии ES и ET. В ET идет акцент больше на аргонно-дуговую сварку постоянным током. Аппараты оснащены высокочастотным поджигом. В функционал также входит лифтик, ММА, настройка частоты и так далее. А вот серия ES упрощенная. И в ее функционал входит ММА и лифтик. Различие между Pro версиями и обычными заключается в том, что в Pro присутствует блок PFC, коэффициент корректировки мощности, что аппаратам позволяет работать вплоть от 110 вольт входного напряжения, при этом выдавать неплохие характеристики. Найти какую-то либо информацию по поводу данных установок на просторах интернета невозможно, так ее попросту нет. На официальном сайте указаны только возможности данных установок, а вот подтвердить это, увы, нечем. Сегодня попытаемся восполнить данный пробел. В данной модели присутствуют следующие дополнительные функции. Регулируемый ход старт и арк-форс, функция антистик, функция лифтик, возможность дистанционного управления, ну и, конечно же, функция VRD. Чтобы активировать данную функцию VRD, на самом деле необходимо разобрать полностью аппарат и на лицевой плате переключить положение тумблера. А теперь давайте перейдем к изучению внутреннего мира аппарата. Перед нами блочно-модульная система на базе SMD компонентов, которая включает в себя лицевую плату управления, про которую я говорил ранее, на которой находится переключатель функции VRD, выпрямительный блок, блок PFC, плата фильтрации входного напряжения. Ну и, конечно же, самое основное — это силовая часть аппарата и плата управления. Конечно же, хотелось, чтобы плата управления была на отдельной плате, но, увы, что есть, то есть. Аппарат у нас оснащен в силовой части 4 транзисторами. Здесь два, здесь два. 60 ампер, 600 вольт. В блоке питания установлено 3 электролитических конденсатора. 470 микрофарад, 450 вольт. Они у нас спрятаны под радиаторами. Добраться до них очень сложно. Что еще бросилось в глаза, это приличный входной выпрямительный мост. 75 ампер, 800 вольт. В выпрямительном блоке у нас 4 быстродействующих диода. STTA 6003, 60 ампер, 300 вольт. В данной установке заявлено ПВ 25% при входном напряжении 115 вольт. Максимальный рабочий ток 110 ампер с рабочим напряжением 24,4 вольта. При входном напряжении 220 вольт, ПВ остается также 25%, но уже с максимальным током 200 ампер и с рабочим напряжением 28 вольт. За систему охлаждения у нас отвечает 24-вольтовый вентилятор, который работает в циклическом режиме. То есть в холостом ходу при моменте, когда аппарат у нас находится не в нагрузке, вентилятор выключен. Как только у нас появляется нагрузка, вентилятор включается и работает на постоянный продув. А теперь давайте перейдем к стендовым испытаниям и посмотрим, на что способна установка. Включаем установку. Теперь смотрим. Запускаем нашу систему тоже. Напряжение холостого хода составляет 78 вольт. Переключаем наш ползунок. Напряжение холостого хода падает до 7 вольт. И видим, у нас на лицевой панели загорелся индикатор функции VRD. Ну и обратно включаем, чтобы наша система полностью работала. Устанавливаем все функции под старта арк-форса в максимальное положение. Здесь тоже выкручиваем максимум. Выгружаем установку.
Получаем максимальный ток 204, даже 205 ампер практически. Рабочее напряжение 27,6 вольта. Потребляемая мощность установки составляет 7,3 киловатта. Потребляемый ток 35 ампер. Теперь проведем тест на работу при пониженном напряжении. С помощью латера мы устанавливаем 115 вольт входного напряжения. Включаем установку нашу. Напряжение холостого хода все так же остается 78,6 вольт. Нагружаем наш аппарат. Все параметры у нас все выключены в максимальное положение. И как видно сейчас на лицевой панели, максимальный ток устанавливаемый 110 ампер. Входное напряжение у нас просело до 97 вольт. Максимальный ток мы получаем 113,5 ампер. И рабочее напряжение 25 вольт. Потребляемая мощность сейчас составляет 4,1 киловатта и потребляемый ток 20 ампер. Также мы провели тест в режиме лифтик, но при нагрузке с помощью балластного реостата аппарат себя повел некорректно и стал работать как будто в импульсном режиме. То есть ток начал скакать от 200 ампер до 110-120. Нас это заинтересовало, и мы решили проверить, как аппарат будет работать в реале. Взяли специальную вентильную горелку, подключили к установке, и спустя несколько минут после сварки стало понятно, что аппарат в принципе работает нормально. Это была просто именно такая реакция на балластный реостат. Теперь переходим к самой моей любимой части. Это исследование дополнительных функций антистик, hot start и arc force. Антистик в данных моделях работает корректно. Именно в момент залипания электрода происходит сброс тока, что как раз таки не дает прокаливанию электрода. На графике можно увидеть несколько режимов работы. Это hot start, выход сварочного инвертора на рабочий ток, после чего происходит залипание и срабатывание антистика. И в конце можно увидеть отрыв электрода от металла. В данном аппарате функция Hot Start является регулируемой как в положительную сторону, так и в отрицательную, то есть от 0 до плюс 10 и от 0 до минус 10. На первом графике значение Hot Start находится в нулевом положении. Хоть и данная функция выключена, но все равно аппарат продолжает набрасывать минимальный сварочный ток именно в момент поджига электрода. На графике номер 2 значение Hot Start находится в плюс 10. И на графике видно, как прирост сварочного тока увеличился чуть ли не в 2 раза. Именно в момент поджига электрода. На третьем графике значение Hot Start находится в минус 10. И здесь значительно видно, что наброс сварочного тока не происходит, а сварочный аппарат выходит плавно на рабочий ток. Функция Arc Force в данных установках является тоже регулируемой, как и Hot Start, в положительную сторону и в отрицательную, от 0 до плюс 10 и от 0 до минус 10. Для проверки данной функции нам потребуется стрелочный амперметр и балластный реостат. На балластном реостате устанавливаем максимальную нагрузку, на сварочном инверторе устанавливаем минимальный сварочный ток. Первое, что будем тестировать, это значение Arc Force в положении 0. Устанавливаем значение 0, смотрим на стрелочный амперметр. В момент нагрузки сварочный ток минимальный подскакивает до 50 ампер. Через несколько секунд у нас срабатывает антизалипание. И наш сварочный ток сбрасывается в 0. Дальше, значит, устанавливаем наше значение Arc Force плюс 10. Опять смотрим на стрелочный амперметр. При нагрузке сварочный ток минимально у нас возрастает до 70 ампер. И то есть аппарат стабильно работает и продолжает варить. Теперь проверяем значение Arc Force минус 10. Нагружаем сварочный аппарат и видим, что минимальный сварочный ток 20 ампер и сразу же срабатывает антизалипание. Очень четко видно регулировка Arc Force, что как раз таки доказывает ее работоспособность. Минимальный сварочный ток данной установки составил 20 ампер с настройками Arc Force и Hot Start с положений минус 10. Настало время подвести итоги. Функционал и возможность данной установки очень сильно порадовали, особенно возможность работать при пониженном напряжении, а также эти регулируемые функции Hot Start и Arc Force.
Немногие китайские производители могут похвастаться данными регулировками. Однако есть один небольшой минус данной установки, это функция ВРД, которую необходимо переключать на плате управления, а для того, чтобы добраться до платы управления, необходимо, конечно же, разобрать установку. А на этом, в принципе, все. Я благодарю вас за внимание. Подписывайтесь на канал. Ну и, конечно же, до новых встреч.